Всем большой привет! Это видео я буду записывать с больным горлом, потому что корни не ждут, пора уже осветлять. Поэтому в течение видео будет, возможно, меняться тональность моего голоса, прошу не обращать внимания. Короче, мои волосы, мой цвет волос уже подсмылся, камера. Прошло где-то 2 недели, по-моему, уже. Но для первого окрашивания я считаю, что это вообще нормально. То есть у меня сейчас на волосах такой выраженный персиковый оттенок. То есть это не просто там блонд с каким-то намеком, а именно персиковый оттенок на волосах. И мне очень понравилось, что цвет смылся не в грязный розовый, вот как чего я боялась. Что у нас на голове? У меня уже, наверное, сантиметр точно отрос. Я хочу немножко рассказать о том, как сейчас я осветляю волосы. Ранее я говорила, что я хочу осветлять волосы краской, но именно вот для цветного окрашивания сейчас, мне кажется, больше подойдет именно осветление порошком. Расскажу почему. Потому что когда осветляешь краской, то все равно какой-то пигмент, то есть что-то волос наполняет. Мне сейчас это не нужно. Мне нужно наоборот, чтобы мой волос осветлился и остался пустым. То есть на место его ничего не было вставлено. Потому что я хочу, чтобы краска, краситель цветной, ложился на волосы, вбивался туда внутрь, ничего не мешало проникновению, в общем. Поэтому я решила поэкспериментировать. Короче, я проэкспериментировала еще в прошлый раз. И сейчас я расскажу, какие пропорции смешивания у меня были. Я специально записала, чтобы не потерять. Я брала 30 грамм пудры и 100 грамм окислителя. То есть стандартные пропорции смешивания порошка с окислителем для открытой техники это 1 к 2. А я, получается, смешала 1 к 3 почти с половиной. То есть 1 к 3 к 3,4, где-то так получилось. То есть, вау, да? И при этом корни очень классно поднялись, и я держала состав всего 30 минут, я больше не стала тогда держать. Потом я, для того, чтобы подсмыть краску, я еще немножко размалевала по голове. Это было все в ванной за минуту, то есть, по факту я держала именно 30 минут на голове. У меня, напомню, 6-й уровень глубины тона натуральных волос. И, как можно заметить, то есть нету никаких пятен, значит, что корни отлично сработали. То есть состав отлично сработал на корнях-то в прошлый раз. И все было круто. Сейчас я не буду показывать процесс нанесения, но я расскажу, какие я сегодня буду брать пропорции. Во-первых, какой порошок? Порошок у меня вот такой Капус Bleach Powder с микрогранулами, он голубенький, но мне уже не нравится этот порошок. Я в следующий раз хочу взять другой. Я стала все-таки, когда уже начала изучать вот эти все делишки про порошки и, в общем, подробно углубляться в эту тему, смотреть каких-то, настоящих профессионалов-мастеров, которые именно изучают химические составляющие процессов окрашивания для осветления. По-моему, я это услышала от Натальи Еворской, я ставлю контакт. Вот, она говорит, почему не очень желательно брать цветную пудру, то есть она голубоватая, в нее добавлен какой-то пигмент, но он не нейтрализует желтизну, он просто дает визуальный эффект. Чем это делается производителями? Добавляется голубой пигмент для того, чтобы использовать эту пудру в салонах красоты. То есть, когда клиент смотрит в зеркало, да, у него нанесен состав на волосах, и он видит не желтый какой-то там цеплячий цвет волос, а голубоватый. Его это просто морально успокаивает, и вот для этого это используется. Но чем минус обычным обывателям, да, то есть для мастера или для просто человека, который сам осветляется, чем плохо голубой цвет, сложнее определить, насколько у тебя добелился корень, то есть, или длина волос. То есть нас это путает, визуально сложнее оценить, ли волосы для того, чтобы их смывать или нет. Но сейчас, пока у меня еще осталась эта пудра, кстати, она, скорее всего, даже просроченная, но не знаю, я не понимаю. Просроченная, не просроченная, неважно. Короче, я буду использовать этот порошок. И сегодня у меня в качестве окислителя будет новая штучка. Крем-окислитель, это у меня 3% марки Point Professional Application Cream Oxidant. Почему именно этот окислитель в этот раз? Этот окислитель продается на сайте Wildberries, он стоит до 250 рублей на данный момент. Это очень клевая цена для окислителя. На минутку, окислитель от Капус, который я обычно покупаю, он стоит именно в профессиональных магазинах, вот, например, официальный сайт Капус, если зайти, стоит как раз вот около 250 до 300 рублей. Я считаю, что это, в принципе, адекватная цена для окислителя. Чем мне понравился этот окислитель уже заранее? Во-первых, черный цвет,
очень круто. Яркое изображение, яркий логотип, класс. Здесь крышка вот такая, с тоненьким носиком, ну, то есть с обычным, как вот в шампунях, геликах в душе. То есть оно не бахает большой плюшкой и легче отмерять на весах. То есть тоньше струйка льется, значит легче отмерять на весах. У Капус же просто там такая, ну, дырка и все. Короче, сегодня будет пропорция смешивания 1 к 3. Нет, да, 1 к 3. Да, 1 к 3. То есть я хочу взять на корне 20 грамм пудры и 60 грамм окислителя. 30 грамм пудры, 60 грамм окислителя. И нанесу на корни. Буду выдерживать, наверное, полчаса, но я посмотрю. Попробую более детально проверить, насколько осветляются корни. Возможно, я подержу 40 минут, но я думаю, что не больше 40 минут точно. И напоследок покажу близко, кому интересно, корни волос. Кто не умеет, может быть, определять свой уровень глубины тона. Как-то так. Ну что, нанесла я состав. Честно скажу, это первый такой случай, чтобы я настолько точно, настолько аккуратно нанесла состав на волосы. Это вообще нечто. Расскажу немного про то, как согласовался порошок с окислителем с новым. Если честно, вот, блин, не знаю, возможно, это заслуга именно порошка, но мне не нравится, что все-таки смесь очень густая получается, даже при смешивании 1 к 3. Очень, ну, такая прям вот кремовая, такая прям стоячая. Мне бы хотелось найти такой порошок, который будет смешиваться, иметь такую консистенцию ближе к краске, то есть, на самом деле, некоторые даже парикмахеры ищут наоборот смесь, которая более кремовая, более твердая, чтобы она не текла, а я наоборот хочу, ну, найти такой порошок, который будет хорошо работать, но при этом при смешивании с оксидом иметь достаточно кремовую, именно податливую текстуру. Поэтому буду искать, наверное, другой порошок в следующий раз. Но в целом мне понравилось. У меня состав на голове вообще не печет. Поначалу мне сначала непривычно было, какой-то холодок пошел, думаю, что за фигня. Даже думала смыть, но нет, все хорошо. Совершенно не печет. Запах после смешивания сразу, ну, я бы не сказала, что яркий какой-то. Ну да, вот прям, когда смешиваешь, чувствуешь, что вот пошел запах реакции, да, но это буквально там секунд 5 и все, и в принципе больше меня вообще не беспокоило, то есть я там не хожу, не задыхаюсь, вообще не чувствую запаха сейчас вот на голове. Вот, и когда наносила, тоже особо вообще не чувствовала запах. У меня нос, кстати, не заложен, я болею, но нос у меня, ну, короче, нормально все, я все чувствую. Ну что, я засекла 30 минут, ждем, посмотрим, что будет. Когда я красила уже вот эту часть, я сначала заднюю, короче, потом эту, я уже видела, что там сзади, ну, уже пошла реакция, короче, порошок работает, а мы ждем. Ну что, прошло 30 минут. Как проверять, готова ли база уже? Берем какую-нибудь ту же самую кисточку краешком и счищаем. И смотрим, достаточно ли, как нам кажется. Ну, нужно учитывать, что это мокрые волосы. Короче, я вот вижу, насколько я сравниваю с предыдущими вот моими, да, окрашиваниями, как я вижу, вот, да, готова или нет. Мне кажется, что база готова, ну, к тому, чтобы смывать все это дело. Но я еще подожду 7 минут ради интереса. В прошлый раз я держала 30 минут, все было отлично. Может, будет чуть-чуть еще почище. После того, как проверили, готова ли или не готова, если еще нужно подождать какое-то время, то нужно взять кисточку, у меня это другая кисточка, а там у меня еще осталось, ну вот буквально 2 раза мазнуть кистью порошка и обратно вернуть нужный состав обязательно, потому что если не вернете состав, то с того места, откуда вы счистили, уже работать порошок не будет. Все, я смыла уже состав. В общем, расскажу, как смывала. Сначала смыла обычным шампунем, который какой-то не мой, короче, шампунь. А потом шампунем для окрашенных волос, то есть который останавливает реакцию, Капус. Нанесла бальзам для окрашенных волос. Потом я, значит, взяла еще бальзам, обычный какой-то, этот Гарниер Фруктис. Да, бахнула масло кокосовое. Мешала все это вместе, получилась такая эмульсия масляная, ну, как масляно-бальзамовая, то есть это такой жирный-жирный бальзам получился. Нанесла все это именно на корни. Чем нужно масло? Желательно делать после обесцвечивания масляную маску. Масло вымывает из волос продукты распада. Таким образом, лучше вымывается все то, что осталось от порошка из ваших волос. Сделала вот это вот именно на корни нанесла. Держала все это на волосах минут 10 и просто смыла. То есть у меня сейчас, я бы не сказала прям, что какие-то жирные корни, но такие, скажем, достаточно перепитанные.
перепитанные. Но это даже круто, пусть я вот немножко с такими перепитанными корнями похожу пару дней, а уже на следующее мытье, конечно, все это дело смоется. Вот, сейчас у меня мокрый волос, я буквально вот сняла полотенце. Короче, корни вообще идеально осветлились. Это именно десятка, такая чистая-чистая десятка, такая светло-светло-желтая. То есть это вот та идеальная база, которая подходит под любое вообще окрашивание. Не случилось того, что мои корни не дошли. Нет, они уже через полчаса были готовы абсолютно. И это смесь 1:3. Даже у меня получилось даже чуть побольше. Что хочу сказать как резюме, вообще какой смысл в том, чтобы добавлять больше окислителя в смесь. Смесь становится менее жестокой, менее агрессивной, насколько я это чувствую реально, вот когда наносишь на волосы, и ты просто ничего не чувствуешь, что-то на волосах, и все. Ничего не жжет, не печет, не греет. Ничего негативного я на волосах не ощущаю, ни на коже головы. Когда я смывала, то есть нету такого, чтобы там, например, кожа горела, когда ты смываешь ее водой. Кожа себя чувствует отлично. А еще как плюс, получается экономия порошка, то есть порошок-то стоит, намного так дороже, как минимум в 2 раза дороже, чем окислитель. Естественно, если у вас достаточно светлые, скажем, волосы, то есть, вот у меня 6-й уровень глубины тона, это такой стандартный темно-русый цвет волос. Он очень много у кого есть. Есть девчонки, у которых там 7-й уровень глубины тона, и они просто, палят свои волосы на, даже на 3%, но 1:2, да, смешивают. Напрашивается вывод, зачем, если и так все работает? Я теперь вообще не вижу смысла брать и использовать порошок с окислителем 1:2. Зачем? Если оно и 1:3 работает, и в принципе даже 1:4 работает. Почему я раньше не пришла к этому? Я думала, что все-таки... Я не верила, что это будет работать. Вот реально. Смесь 1:4, 1:5 используется для декопирования волос. То есть для смывки цвета. То есть, такая смесь 1:4, 1:5 примерно вот она наносится там на длину, например, на блонд. Блонд на 10-й уровень она наносится для того, чтобы вымыть пигмент, который накопился именно блонд, то есть на 9-й уровень наносится такая смесь. Я думала, что это не будет работать на чистых корнях, на темных волосах вообще не будет работать. Оказывается, все отлично работает, и никаких проблем в этом нет. Корни вообще просто идеально осветлились. Я сейчас не чувствую ничего такого прям жесткого. То есть я сжимаю, да, натягиваю кожу головы и ничего не чувствую такого негативного. Это очень круто. Волосы шикарные. Шикарно себя чувствуют, естественно. Я, наверное, все-таки буду советовать вам попробовать, если вы осветляете волосы порошком, попробовать сделать смесь 1:3, а может быть 1:4, смотря какой светлоты у вас волосы, насколько они там тонкие или толстые. От этого, конечно, зависит. Просто поэкспериментируйте, сделайте какой-то тест, прядь, может быть. Потому что, это реально крутая находка. Я настолько удивлена, что в интернете вообще нигде нет этой информации. Я просто вообще тот еще серфер интернета, и я просто постоянно ищу что-то новое, какие-то лазейки, может быть, советы, интересные такие факты в теме окрашивания волос. И я просто ничего такого не находила. Искала информацию, можно ли смешивать и больше добавлять окислителя, чем обычные стандартные формулы. Искала информацию о том, как влияет количество окислителя, то есть соотношение окислителя с порошком. Что будет, если добавить меньше окислителя или больше окислителя? Практически нигде никакой четкой информации об этом нет. Такой информацией владеют только люди, профессионалы, которые долго работают, которые пробовали, тестировали все сами на ком-то или на себе. Знают только они, и никто не делится этой информацией так вот открыто, может быть, только на каких-то платных семинарах. Я вам говорю, что вот эта вот штука реально работает, и я советую, реально пробую. Я агитирую, за то, чтобы вы попробовали. Но я, конечно, не могу вот так вот всем советовать направо и налево, потому что я не пробовала это на разных головах, на разных людях, скажем так. Попробуйте на тест прядь. Если у вас не будет аллергии, если вы будете чувствовать себя прекрасно, попробуйте осветлиться именно вот с такой смесью. Я думаю, что вы не разочаруетесь. Я просто в шоке от результата, насколько круто это получилось, и я считаю, что это реально более безопасно, чем стандартная формула. Логично, порошка меньше, то есть весь агрессивный вот этот состав, да, все агрессивные элементы находятся в порошке. Окислитель — это просто активатор, скажем, работы порошка. И чем меньше порошка, тем, скажем, слабее и легче он работает. Пусть работает слабее, он работает достаточно хорошо за полчаса, и я с 6-го уровня осветлила до 10-ки.
просто вот как нефиг делать. Напомню, что это был 3% окислитель. Камера не видит моего цвета, мне не нравится. Как заметку я хочу, кстати, сказать по поводу нанесения именно. Вы, девчонки, вот, ну, вы, наверное, если кто меня смотрит, вы интересуетесь именно для себя, то есть для использования в домашних условиях. Чем отличается использование в домашних условиях от профессионального, что мы дольше наносим состав на волосы, и нам сложнее аккуратно наносить состав на корни, чтобы не задевать предыдущее, то есть у нас растягивается именно процесс нанесения. Я считаю, что можно, в принципе, делать 2 смеси, например. На заднюю, если вы начинаете с задней части головы, да, наносить, вы делаете смесь 1:4, например, а на переднюю часть делаете 1:3. То есть, чем больше окислителя, тем дольше растягивается, да, вот этот процесс осветления. Соответственно, пока вы наносили на заднюю часть, у вас постепенно там начинает действовать, уже работать процесс осветления. Потом вы наносите на переднюю часть, и у вас более-менее равномерно осветлятся волосы. То есть не будет такого, что у вас, например, сзади будут горящие белые, там, белесые, прям вообще как бумага корни, а тут будет, ну, обычная десятка такая стандартная, нормальная. Вот, ну, это как совет просто, не знаю, в принципе, если не заморачиваться, и так отлично получается. В общем, на этом все. Я и так уже наболтала кучу времени. Следующее видео будет про то, как освежить цвет. У меня сейчас персиковый, камера не передает, будут фотки, будет ссылка на Инстаграм, кстати. Вы можете посмотреть фотографии там, когда выйдет это видео, появятся и фотки в Инстаграме. Я сделаю видео про то, как освежить, когда у вас уже на длине есть цвет, и также то, как немножко сделать более ярким цвет на самой длине, если у вас уже подсмылось. Спасибо большое, что посмотрели. Можете оценить это видео, написать какой-то комментарий. Если вы тоже хотите сделать какое-то окрашивание, можете спросить, может, какого-то совета у меня. Все. Жду вас в следующем видео. Всем пока!